написано. Так, ну, раз мы в эфире, замечательно. Продолжаем, соответственно, уже традиционный выпуск развлекательно-информационного ток-шоу «Вчера, сегодня, завтра». Вот так его назовем. Потому что на самом деле мы, конечно, с Ларисой Никитиной из Барселоны. Мы хотим вам доставлять удовольствие и радость рассказами нашими. Значит, если на прошлой неделе мы начали наши выпуски с рассказов о некоторых новостях в России, которые нам показались интересны, то сегодня у нас будет полностью посвященный выпуск Испании и Европе, поскольку мы с Ларисой живем в Испании, можно сказать, давно живем в Испании. Лариса так вообще с времен динозавров живет здесь. Я только со времен австралопитеков здесь поселился. Очень давно все равно. Мы уже больше испанцы, чем россияне. Значит, рассказываю, шучу, конечно, куда мы от родины сбежим. Вот. Рассказываю, какие новости я выбрал для сегодняшнего выпуска. Первая новость, которая актуальна для меня, поскольку я живу в пригороде Бенидорма, я выбрал новость о том, что в провинции Валенсия с эпицентром в городе Сия были зафиксированы толчки, то есть было зафиксировано землетрясение магнитуды 2,7 балла. Да, то есть вот такая легкая развлекательная новость. Трясет Испанию, трясет побережье, даже, казалось бы, вот валенсианское сообщество. На самом деле, вот я тут перекидываю мячик Ларисе, на самом деле таким сейсмоопасным местом является излюбленный район россиян и украинцев, город-герой Торревьеха, который находится в валенсианском сообществе, близко Канарские острова. А, что? И Канарские острова еще в большей степени. Канарские острова — это вообще очень далеко, да. Мы с тобой про континентальную Испанию говорим сейчас. Но вот Торревьеху трясет постоянно. От меня Торревьеха примерно в 120 километров от меня, не больше. Вот. Тем не менее, даже вот здесь, на континентальной части, случается землетрясение, не только на Канарских островах, которые, на самом деле, Канарские острова — это вершины вулканов, которые торчат над поверхностью океана Атлантического. То есть там люди буквально живут на склоне вулканов. Но и в Каталонии, недалеко от Барселоны, еще ближе к городу Жирона, находятся вулканы. По-моему, город называется Олот, рядом с которым находятся вулканы. Да? Лариса, скажите, пожалуйста, удавалось ли тебе зафиксировать, так сказать, опыте землетрясения в Каталонии? Нет, я землетрясение нигде, где я жила, ни разу не ощущала, но в Каталонии это землетрясение и вулканическая деятельность — это, скорее всего, дела давно минувших дней. Как раз чуть ли не времен австралопитеков. Ну да, нет, уже человек разумный, Homo sapiens, уже жил в то время. Последнее извержение вулкана здешнего зафиксировано примерно 10 тысяч лет назад. И вот если туристы приезжают в деревню Рупит, им там показывают вот эти вот наплывы, которые остались с тех времен, вот эти очень живописные скалы, на которых, собственно, деревня Рупит и построена. А также я видела вулкан здесь, вообще в первый раз в жизни вулкан вживую я увидела здесь. Ну, он, правда, давно потухший, вулкан Кроскат. Тоже каталонский вулкан, именно вот там, в провинции Гароче, недалеко от города Олот. И вообще сам этот Олот, он находится с прилегающими населенными пунктами, а здесь населенные пункты очень близко друг к другу расположены. Буквально из одного въехал, сразу в другой заехал, да, это кто был в Европе знает.
Ну, так вот, они там все расположены в кальдере очень древнего, давно потухшего вулкана, еще который извергался гораздо в эпоху динозавров как раз, вот в тех местах. Потом разделился на несколько вулканов поменьше, они тоже какое-то время поактивничали. Вот последний из них замолчал 10 тысяч лет назад. Вот так было Да, но сделано. я единственное, что не могу с тобой согласиться, вулканическая активность там прекратилась, потому что, если я не ошибаюсь, там действуют до сих пор геотермальные источники в районе Олота, а вся А эта это и есть. геотермальная... А это и Нет? есть признак потухшего вулкана. Обычно вулканологи, и мне очень интересно все время, я уже много и своим подписчикам рассказывала, читать все, что связано с историей, с географией, ну, соответственно, с прилегающими науками, геологией, лимнологией, наука об озерах, вулканологии, это мне все очень интересно. И вот ученые-вулканологи многих стран согласились между собой, что благодаря вот их опыту наблюдения они выявили, что если на каком-то вулкане активизируется вот эта термальная деятельность, то это значит, вулкан потухает. И если его повторное там извержение когда-то возможно, но только в очень отдаленном будущем, если возможно вообще. Вот. Как Понятно. А известно, скажи, пожалуйста, да. как ты думаешь, вот ты все-таки много, чем я, в разных местах бываешь, в Каталонии, в Испании, ну я тут тоже поездил, ну не так активно, как ты. Как ты думаешь, вот эти дома, которые в Испании построены, которые здесь зачастую мы встречаем, дома, которым 200, 300 и больше лет, насколько тебе кажется, эти дома способны выдержать землетрясение, скажем, ну, 6 баллов? Ну вот как раз если взять эту самую деревню Рупит, где сохранились дома 500-летней давности и даже тысячелетние, они очень старые дома, и там до сих пор живут люди. Ну, конечно, есть и поновее, это естественно. Вот. Я считаю, что эти дома способны выдержать за столько-то лет своего нахождения на поверхности Земли. Они выдерживали эти все самые там неблагоприятные, так сказать, явления. Я думаю, что еще постоят они вполне себе. Вот. Ну, успокоил. А Успокоила. современные Ладно. дома уже, наверное, строят, я так думаю, с учетом требований данной местности, какая там сейсмическая Ну да, активность или понятно. неактивность. Им просто не дадут построить дома, которые не соответствуют сейсмическим Да, скорее требованиям. всего, я думаю так. Так, следующая новость, я обратил внимание, связанная с нашей матушкой Россией. Наверное, подозреваю. Испания резко нарастила импорт подозрительного дизеля. Импорт дизеля из Марокко, на соседней с Испанией страны, в Испанию достиг исторического максимума. За март-апрель 2025 года в страну везли 123 тысячи тонн. Это больше, чем за последние 4 года. За 2 месяца 2025 года везли в Испанию из Марокко, вы же слышали, это крупнейшая добывающая, в кавычках, это сарказм, страна в мире, Марокко, неожиданно начала поставлять в Испанию столько дизеля, сколько не поставляла предыдущие 4 года. Часть топлива может иметь российское происхождение, пишет испанская газета «Эль Паис», с ссылкой на источники в энергетическом секторе. Там не исключают, что Марокко, не присоединившись к санкциям против России, закупают топливо в России и реэкспортируют его, маскируя под собственную продукцию. Испанцы, соответственно, радостно покупают этот марокканский дизель, как будто, и рассекают на этом дизеле. Это же какая радость! Можно туристам продавать много дешевого дизеля. Что ты об этом скажу? У тебя есть Ну, машина как и есть, марокканского дизеля? я так и думаю, что это как вот гомельские креветки и, Да, допустим, чудесные белорусские креветки, да. да, мидии, минские, это вот из этой же оперы новости, я так думаю. Я так думаю. Так, ну, мы можем только порадоваться за марокканцев, которые настолько хорошо добычу нефти, что начали поставлять столько дизеля, сколько никогда не поставляли до этого.
Ну, испанцы, естественно, люди, в общем-то, настроены на позитивную волну вопросом, откуда взялся такой дизель, им главное, чтобы подешевле. Конечно. Насколько я помню, до этого Испания поставила рекорд по количеству закупленного в России сжиженного газа. Так что не только марокканский дизель, но и марокканский газ в Испании. Да, конечно. К Я тоже вопросу так отца. думаю. На самом деле, вот если без сарказма, я когда захожу в магазин, я всегда смотрю на полки с подсолнечным. Я полностью уверен, что это подсолнечное масло сделано в России. Также я смотрю на полки с мукой и хлебобулочными изделиями, понимаю, что это, скорее всего, пшеница, скорее всего. Вот. И вообще, я думаю, что много из того, что мы, кстати говоря, я даже ходил, вот здесь у нас есть детский порт, и, по-моему, там в порту стояли упаковки с кормом для рыб, комбикормом, которые были произведены в России. То есть у нас в Испании рыбоводство выращивают, ну, в данном конкретном в моем регионе выращивают сибас. Очень популярно, нет, ошибся, дорадо. Здесь выращивают дорадо. И прям выращенное на ферме это дорадо, можно посмотреть в море, ему все время возят комбикорм. И этот комбикорм сделан в России. Вот, например. Так что дорадо немножечко российское. Да, вполне может быть. Ну, вообще, с этой точки зрения и испанцев, и вообще европейцев можно понять. Они, да, действительно хотят, чтобы, ну, это как, а кто не хочет, как говорится, чтобы было дешевле, да, и если у них есть такая возможность, они пользуются. Они же думают о своей стране, а они не должны думать о том, что где-то там в мире что-то там в связи с чем-то происходит и что-то там где-то не так. Если это их не касается, да, конечно, если любого испанца спросить, как вы относитесь вот к военному вот этому конфликту, да, между Россией и Украиной, они, конечно, скажут, что да, Путин агрессор, он напал на соседнюю страну, и это очень плохо, очень печально, люди погибают, нам очень жалко людей, говорят, как и россиян, так и украинцев, и понятно, но ради этого они, как говорится, принципиально отказываться от того, что им выгодно, ну, может, когда-то и будут, да, в каких-то вещах. Ну, в глобальном смысле они же для своей страны прежде всего стараются. Вот. Ну, Я так я тебе думаю. скажу, что не все испанцы, если можно называть испанцами пакистанцев, например, или выходцев из Бангладеш. Я общался достаточно часто, ну, поскольку я говорю с славянским акцентом в испанском языке, и в Испании как-то принято спрашивать, откуда ты. Я раньше очень сражался на этот вопрос, сейчас я просто привык. И вот ты заходишь в какой-нибудь магазин, вот, чтобы купить, ну, например, чехол для телефона или оплатить телефон, тебя обязательно владелец или сотрудник этого магазина спросит, откуда ты. Ты ему говоришь, я из России. И вот эти, как правило, пакистанцы, индусы, Бангладеш, они начинают говорить, о, Россия, да, да, мы поддерживаем Россию, типа, я как бы я не удивлялся такой поддержке, задавал им вопрос, почему ты поддерживаешь Россию в конфликте с Украиной. И они объясняли, что, ну, с точки зрения пакистанцев, Украина является марионеткой США, так они считают. А, соответственно, пакистанцы хотят быть в США. Ну, или там жители Индии, жители Бангладеш, вот им хочется быть против США. Против гринго. И против гринго выступая, они поддерживают Россию. То есть Россия против США,
Россия против Украины, а мы тоже против США, и поэтому мы поддерживаем Россию. Вот с этой точки зрения они солидаризируются с Россией. Ну вот меня тоже спрашивали, тем более я вообще не похожа на испанку ни разу. Тоже спрашивают, откуда, и я всегда говорю, что из России. Потому что я знаю, некоторые ну, стараются, типа, быть, не знаю только в чьих глазах, хорошими, как они считают, и не говорят, что из России. Я считаю это глупым. Я всегда говорю, пускай кому-то нравится или нет. Но испанцы всегда говорят, о, все нормально, для них ничего страшного из России. Ну, если кто-то думает, что тут, если узнает, что ты из России, то чуть ли на тебя не набросится, ничего подобного не происходит. Все нормально. И потом, если происходит разговор об этом, я говорю, я против войны. Они говорят, да, война это ужасно. Они говорят, да, мы тоже вот это все. Они так рассуждают на эту тему. И один раз только был случай, это еще было до так называемой СВО. На улице тоже один спросил меня, там молодой человек. А я сказала, говорю, я из России. Он говорит, и такой, Путин. И вот так показывает. Я говорю, а почему вы так думаете? А он говорит, ну в России же любят Путина. Я говорю, нет. Это, говорю, наша пропаганда. Кстати, вот со мной на английском заговорил. Это нередко бывает, потому что они видят, что я на испанку не похожа, поэтому если человек, ну, как бы знает, то что-то такое вот он изрекает. Я говорю, нет, это пропаганда так говорит наша, что у нас прям все буквально там поголовно. А он, да, ну, не такого нет такого. А он говорит, ну, конечно, тоже я ему потом, мне не нравится вот это вот, то не нравится, что и выборы у нас отсутствуют свободные и так далее. И я ему говорю, Россия это не Путин. Вот. Это Путин и Россия это не равно. Потому что некоторые, ну, как так проще, типа говорят, вот Россия делает. Путин не делает то, что выгодно для России. Он делает, как я здесь разговариваю, говорю, он не делает то, что хорошо для России. Они говорят, да, точно, это да. Ну, смотри, есть все-таки некий нарратив, которому они хотят следовать. Да, никто здесь явно, конечно, войну не поддержит. И давай перейдем к следующей новости. Мы знаем, что Российская Федерация очень активно с помощью ЧВК «Вагнер», и сейчас это остатки ЧВК «Вагнер» переименовали в Африканский корпус. Так вот эти вот заявления теперь уже официальное Министерства обороны. То есть уже никто не скрывает, что это часть Министерства обороны. И вот этот Африканский корпус, он действует в Африке, как ни странно, да, несмотря на название. В частности, он действует активно в Мали. А теперь читаем новость. Почти 300 тысяч граждан Мали находятся сейчас в Мавритании и готовятся к переправе на Канарские острова. Как Лариса сказала в самом начале, Канарские острова – это часть Испании. Об этом свидетельствуют внутренние данные Frontex. Frontex – это пограничная служба Европейского Союза. Продолжается с начала 2024 года, и только за первые 15 месяцев было зафиксировано 56 тысяч нелегальных пересечений. Из них 30% составляют Мали. За ними следуют сенегальцы, марокканцы и гвинейцы. Ну, то есть, понимаете, 300 тысяч мигрантов. Это примерно столько, сколько за все время российско-украинской войны прибыло на территорию Испании из России и Украины всего. И вот такая же огромная волна должна хлынуть на Канарские острова с африканского континента. Понятное дело, что 300 тысяч, я не знаю, сколько на Канарских островах живет, но я думаю, что столько испанцев там и живет, а может меньше. То есть вот этих всех их потихонечку с Канарских островов вывозят на континентальную часть Испании, распределяют по разным регионам, муниципалитетам, да, по разным территориям испанским. Соответственно, вот эта мигрантская нагрузка, она равномерно распределяется на всю Испанию. Так вот, самое интересное, что
растут опасения, что среди мигрантов, вот этих 300 тысяч, могут скрываться боевики джихадистских группировок, действующие в регионе Сахель. На фоне выхода французских войск из региона и свержения ООН террористические ячейки ищут пути в Европу. Канарский маршрут может стать воротами в Европу. То есть мы можем ожидать, что активность, я думаю, активности Российской Федерации, поток мигрантов, это своего рода асимметричный ответ России, асимметричная война, которую ведет руками мигрантов, она перегружает систему, Россия стимулирует такой поток мигрантов из Европы, господи, оговорился, из Африки конкретно в Европу. Потому что эти мигранты прибывают в Испанию, Испания кричит на весь Европейский Союз: дайте денег, мы не можем с этими мигрантами ничего поделать, их слишком много. Но что мигранты, часть, это, конечно, мигранты не только из Африки, из стран Америки, потому что у них общий язык и общая культура. Да-да. Но помимо этих мигрантов, здесь 10% официальные данные находятся в Испании марокканцев, то есть больше 4 миллионов человек это марокканцы. Они тоже испаноязычные в основном, но вдумайтесь, 10% это марокканцы, тут большое количество румын, есть китайцы, но немного. Ну и вот видите, еще 300 тысяч мигрантов. Я думаю, что миграционная система Испании окончательно умрет, если мигрантов сюда приедет только из Африки. Не говоря о тех, что остальные все равно будут ехать, и помимо африканцев. Что ты об этом думаешь, Лариса? Ну, мы-то сами мигранты, поэтому что нам на мигрантов-то кивать? Это первое. А второе, вот расскажу, как говорится, из личного опыта. Мы жили на улице Санта-Русалия, это другой район города Барселоны, Кармель. И у нас в подъезде в нашем, да, были, вот кроме нас из европейцев, еще одни испанцы там были, там на одном этаже жили, а остальные все были пакистанцы. Так вот, я там могла оставлять сумки с продуктами, никто пальцем к ним не прикасался. Например, я, допустим, сходила в магазин продуктовый, взяла что-то, ну, там лифта не было, чтобы не тащить наверх, я думаю, оставлю внизу там, да, в подъезде. Схожу в овощной, он в другом, так сказать, направлении, и потом вместе все занесу. Так вот, никто пальцем даже не прикасался к этим вещам. Переехали мы в другой район, то есть вот сюда. И повторила я такой маневр, и у меня сразу же увели сумку с продуктами. Хорошо, я купила в тот день немного. Потому что там в том доме лифта не было. Здесь-то есть у нас лифт, это другая уже квартира. Ну, все равно район примерно тот же самый. И вот сразу меня увели. Там не мигранты живут в подъезде. Вот. Теперь 2 раза у меня телефон крали. Это тоже были не мигранты. Поэтому у меня к ним, вот лично у меня претензий нет. Ну, если испанской, так сказать, таможенной службе как тяжело с ними приходится, ну, как говорится, мне очень жаль, конечно. Ну, а что я, какие могу к ним иметь претензии? Мы тут сами мигранты, поэтому у меня лично к ним претензий вообще никаких нет. Вот так могу Так, сказать. да, дальше смотри, какая новость еще. У меня из новостей последняя. На прошлой неделе в украинских посольских и консульских заведениях можно получить нотариальные услуги онлайн. Соответственно, все процедуры подачи и обработки документов можно сделать онлайн, без необходимости физического посещения дипломатических представительств. Вместо долгого ожидания, поездок, оформления, теперь удобная онлайн-процедура. Следует короткий визит, чтобы только забрать готовый документ. Вот так
сообщают украинские власти. То есть это наконец-таки по прошествии сколько уже, 4-й год идет. Правильно говорю, 4-й год или 3-й год войны идет? 4-й. 4-й год войны идет, и вот, соответственно, наконец украинские власти сделали удобную процедуру для многих украинских беженцев в Европе. И речь идет не об Европе, а вообще о всем мире. Вот. Раньше, помним, были новости о том, что закручивали гайки, не давали каких-то документов в украинских посольских учреждениях, там, у кого паспорта закончились, еще что-то. Ну, может быть. Да, теперь все можно это делать онлайн. Так что это хорошая новость. Вот. И дальше вот мы под конец, а может быть не под конец, может быть у Ларисы есть еще хорошая новость, расскажу о... Мы решили с ней поднять вопрос нервный получился приезд и сильно подорвавший здоровье. Прошу прощения, у меня кот. Только хотела спросить, кот пришел? Кот пришел. Что, ты тоже хочешь участвовать? Ты чем Конечно, судя по всему. Иди в эфир. А потом еще за участие вкусняшка полагается. Эдди, ну иди сюда. В общем, кот оценивает пока негативно то, что... Так вот, я продолжу, если позволишь. Я встретила, когда уезжал... Хороший кот. Давай покажем. Выйдешь в прямой эфир. Котик это всегда космос. Какая прелесть. Котик, да, хороший. Все, давай тебя буду гладить. Кошки в кадре это всегда хорошо. Да, ты не будешь мне мешать рассказывать. Вот, я еду в поезде метро, весь на нервах, весь замученный, весь такой задерганный, спешу на автобус, и тут слышу знакомый голос, который я ни с чем не перепутаю. Поднимаю глаза, а по диагонали от меня сидит Руслан Белый с женой и разговаривает. Но я, естественно, как настоящий папарацци, подснял Руслана Белого слегонца по диагонали. Ну, потому что когда еще выдастся такой момент. А мы уже подъезжали к площади Каталонии в Барселоне. Соответственно, это конечная остановка. Вот. Да, хороший. Подъезжаем к конечной остановке, но я, тем не менее, набрался наглость, подошел к Руслану, говорю: Руслан, извините, можно ли с вами селфи? Ну и мы буквально в последний момент, когда надо было уже выходить, заселфились с ним. Вот. Да, я тебя тоже. Вот. Заселфились с ним и, соответственно, и, соответственно, я выложил его в Инстаграме без всяких маркировок о том, что я встретился с иностранным агентом Русланом Белым и так далее. Но помимо Руслана Белого в Барселоне живет еще один иностранный агент, Денис Чужой. Вот. Он тоже живет в Барселоне, насколько знаю, и тоже иностранный агент. Я не знаю, где живет. Да, кстати, если кто-то хочет особой любви кошки, рассказываю, скоро у меня тут кот насильничает надо мной. Вот. Рассказываю, что нужно для особой любви кошки. Я сам того не зная, отпустил себе бороду, вот эту испанскую, испаньолку, классическую бороду сделал. Кошка и раньше меня любила. Но поверьте мне, как только она увидела, что я начал обрастать шерстью, ну, как настоящий... Ну, это еще лучше, да. У нее просто... Вот она, понимаете, она любит не меня, она любит мою испаньолку. Вот подходит ко мне, тыкается в эту бороду и начинает своим шершавым языком ее вылизывать. Язык очень шершавый, поверьте мне. Но она долизывает, кошка, до самого основания, до кожи.
и сделает укладку лучше, чем всяким барбершопе. Так что хотите любви кошки, заведите себе испаньолку или какую-то другую бороду. Коты вас будут просто обожать. Не знаю, Фредди, почему ты Так. считаешь, что борода мне идет? Да, так вот, помимо Руслана Белого и, соответственно, Дениса Чужого, в Испании еще живет, я вот нашел информацию, Руслан Халитов. Я, честно говоря, этого комика не знаю. Вот. Ну, по крайней мере, я его смотрю редко. Вот. Какие у тебя есть данные о том, какие актеры, актрисы? Ну, Татьяна Лазарева, я знаю, живет в Испании. Кто еще? Ну, я насчет актеров, я, честно говоря, вот так вот, кто именно в Барселоне живет, там, как, я, честно говоря, не знаю. Я знаю, например, вот мы здесь делали, когда акции, вот подписчики моего канала знают, возле дома Шапошникова, председателя Мосгордумы, который живет в Барселоне, вот, в престижном районе, на улице Трафальгар. Вот это я знаю. Вот я такие больше вещи знаю, нежели про артистов. А про артистов могу рассказать. Например, ну это было еще, правда, в 2018 году. Ну, повод был, конечно, печальный. Прощание с Монсеррат Кабалье. Я решила пойти, думаю, ну это будет точно, это же мировая знаменитость. Репортаж что надо. Действительно, смотрят до сих пор у меня на канале. И я 2 репортажа сняла, и даже у меня мои материалы использовала НТВ. Кстати, писали мне все, что можно ли использовать материал еще тогда. Ну да. Ну вот, и, значит, хорошо мне попалась такая добрая испанка, которая мне рассказывала, кто из этих вот официальных знаменитых лиц сюда пришел, значит. Вот. И я там, значит, стояла сначала, смотрю, там каналы разные, телевизионные, здешние, ВГТРК был, и пришел распорядитель, значит, там, ну, мероприятия этого, и, обращаясь ко мне, никому другому, ко мне, говорит: пресса, пожалуйста, вот сюда встаньте. И все пошли. Я первая пошла, и за мной ВГТРК пошли, потом пошли другие каналы, там французские, здешние каналы. Он обратился ко мне. Тем более у меня тогда еще не было моего стабилизатора, который вот хотя бы вот это, на этой установке телефон выглядит как вот камера, так солидно, так, а то просто телефон. И он ко мне обратился. И я бежала домой монтировать этот репортаж впереди паровоза, чтобы быстрее успеть вперед в ГТРК. Ну, мы в один день выпустили репортаж, и они, и я. Вот, получилось так. Понятно. Такой Ну, был, в принципе, я, опыт. насколько понимаю, столицами культурной жизни остаются Барселона, наверное, больше всего, Мадрид. Вот. Ну, наверное, Да. в какой-то части кто-то здесь живет недалеко от меня, то есть Аликанте, а между Валенсией и Аликанте. У меня был тогда самый популярный на вот этот репортаж и на второй. И потом еще я снимала уже еще потом про Монсеррат, еще тоже очень, вот все мои репортажи про нее очень популярные среди именно россиян. Ну и постсоветского пространства, там же видно, кто смотрит репортаж. И это основной вопрос, который мне задавали, где Басков? Вот комментаторы все, все задали этот вопрос. Вот. Скажи, Ну, пожалуйста, а говорили, ты что... часто Да? ходишь вообще на какие-то культурные события русскоязычные? Ну, Ну, я допустим, хожу, да, на какие-то комиков. акции, да, в основном вот эти вот антивоенные акции бывают, но не на все, не на все. Я хожу только на те, что касается России, потому что я гражданка России. Если это украинцы, там я как-то пару раз была, они приглашали россиян, ну, просто чисто как бы по их приглашению, а вот не по собственной инициативе. Просто, ну, это их дело, они там свои акции какие-то, это, а я на то, что касается россиян, ну, не на все, да, потому что я против войны. И я всегда говорю и украинцам, и любым, вот кто мне комментарии пишет, россияне, это украинцы, мне все равно, и пишут что-то там, вот вы то, вот вы все. Я говорю, я против войны не для того, чтобы нравиться украинцам. Я говорю об этом так, как я считаю нужным. А нравится ли это кому-то или не нравится, или как я именно говорю, чтобы, может, они бы хотели, чтобы я вот так сказала или вот так. Нет, я говорю, как я.
А уж ваше дело, как вы хотите. У меня последний ролик вот на эту тему, ну, он не последний, просто вот один из роликов из недавнего, скажем, вот так, точнее, будет, из недавнего, где я вот так в сатирическом ключе, так сказать, высмеиваю наших руководителей, и вот конкретно этот ролик я там Путина высмеиваю, ну, его есть за что высмеять. Давайте, даже если вот кто-то тут посмотрит из, как он думает, сторонников, согласитесь вы, я так думаю, что тоже согласитесь, и вы есть за что высмеять. Так вот, ну, этот ролик у меня бешеную популярность набрал. Если вы на мой канал перейдете, Андрей вам ссылку оставит, конечно, в описании. И вот вы увидите, какой именно ролик имеет такую бешеную популярность. И там комментаторы самые разнообразные пишут вообще. Вот можете почитать, зайти. Так что вот. Некоторые обижаются, что я там такую музыку сделала, типа высмеивающую. Ну, не я музыку написала, конечно, использовала. Кто-то обижается на мои комментарии, а кто-то говорит, о, все точно сказано. Ну, почитайте сами, будете Да. иметь представление. Обязательно оставлю ссылку на канал Ларисы Никитиной. Смотрите, маленький анонс. Завтра, во вторник, соответственно, 8 июля в 7 часов по Мадриду, в 20 часов по Москве мы выходим с Ларисой Никитиной с очередным выпуском «Вчера, сегодня, завтра», но мы будем говорить о России. То есть вот мы сегодня попытались затронуть какие-то некоторые новости по Испании, которые нам показались интересными, обсудить их. Завтра мы будем обсуждать новости по Российской Федерации, которые зацепили наш взгляд. Так что завтра в 7 часов по Мадриду приходите. Будет одновременно вестись трансляция на канале Ларисы Никитиной и на моем канале Андрея Панюшкина, журналист в Испании. Это будет вот такой у нас дуплет, новый опыт, который мы будем придумывать. Все, всем пока. Спасибо, Лариса, тебе за Спасибо, сегодня. Андрей. Всем встреч. Спасибо. Да, Всё, так, до сейчас надо свидания. выключать. Ага. А еще, ну, видишь,